All right. So I want to welcome everyone today to my presentation. I'm happy to be here. My presentation is on online micro-credentials in higher education. And I'm really excited to talk about this because there's a new initiative going on in my university around this. And participants here today in the conference can get involved in my project if you're interested in joining a Окей. micro-credential. Значит, опять всем здравствуйте, всех мы приветствуем. И сегодня доктор Андерсон будет говорить об очень интересной теме, которая инициатива, это новая инициатива, которая проходит в его университете. И участники этой конференции могли бы стать потенциальными участниками этого проекта, этой инициативы. Речь пойдет о онлайн-бэджах, цифровых бэджах, используемых в высшем образовании. Okay. So the next slide. There is a challenge in, I think I can do this. Oh, sorry. There's a challenge facing higher education right now here in the 21st century. There's an expanding market for post-secondary education, but as that market expands, students, consumers for higher education, their expectations are shifting. They want often higher quality learning environments in terms of more personalization. They want increased accessibility, and they want more relevance to their current and future jobs. Сегодняшние вызовы в системе высшего образования – это то, что расширяется рынок в системе высшего образования и повышаются ожидания обучающихся студентов, которые хотят большего качества тех образовательных услуг, которые предлагают образовательные учреждения. Они хотят большего доступа к информации, которые, значит, к новым знаниям, к новой информации. И также они ожидают, что должна быть большая связь, большая привязка теории и практики. То есть все должно быть более релевантным, то есть отвечать их практическим потребностям и запросам студентов. Continue. Yeah, okay. In addition to the expanding market and increased consumer expectations, there's also much higher levels of institutional accountability. And this is particularly important as programs begin to move online, because for years, online programs did not have much external review for quality, and they were low-quality programs. Now, many online programs and online delivery of courses are being reviewed in terms of institutional accountability. Значит, ну вот я сейчас не знаю, как мне переводить, потому что разрыв между тем, что он уже сказал, и сейчас идет через видео, очень большой. Значит, ответственность университетов в современных условиях усиливается, потому что растет количество программ, которые предлагаются по интернету, онлайн-программ, и требования к качеству этих программ усиливается. И для того, чтобы получить аккредитацию, университеты должны предлагать предлагать то, что можно проверить, пощупать, так сказать, измерить, и это является как бы новым вызовом для университетских
советов, попечительских советов и для университета в целом. Okay, go ahead. Continue, David. Okay, so in order to address this new demand for relevancy and accessibility, we need more innovative programs. And there are 4 dimensions of these new innovative programs that I want to address today. One is sort of a more innovative approaches to instruction. One is new innovative approaches to delivery. One is innovative approaches to curriculum. And finally, assessment. And I'm going to talk about each of these today. Значит, для того, чтобы как бы ответить на эти вызовы, для того, чтобы правильно отреагировать на эти проблемы в современном высшем образовании, вот предлагаются 4 такие составляющие, компоненты, которые являются как бы или которые предлагаются как решение. Ну, первое – это в области instruction, это преподавание. Второе – это в области delivery, это каким образом эти программы предлагаются. Третье – это сами программы, curriculum. И последнее – это assessment, это то, как программы оцениваются. No, continue, David. Okay, so I want to talk a little bit about what we mean by innovative instruction. Instruction needs to move away from lecture and directive instruction to more indirect approaches. That means we need to use what are called constructivist methods, which are student-centered. Instruction has to be social. That is, students learn by engaging not just with their instructor, but with their colleagues, with other students, and can work in groups doing cooperative learning. Okay. It's got to be guided. That is, with critical questioning that gets a higher order thinking skills, and it has to be grounded in real-world analysis. Значит, что понимается, вот первый компонент – это инновационное преподавание, инновационное инструкции, как бы. Ну, во-первых, это должно быть конструктивистский approach, подход должен предлагаться здесь. Что это значит? Это значит, что образование должно уходить от лекций, длинных как бы лекций, и должно организовываться вокруг потребностей и возможностей студентов конкретных, то есть быть индивидуализированным. В социальном плане оно должно основываться на таких вещах, как коллективная работа, партнерство, организация таких интерактивных мероприятий для студентов, через которые они будут обучаться. Следующее – это критическое мышление, то есть должно быть направлено и использоваться Блум-таксонами для того, чтобы видеть, на каком уровне критического мышления мы находимся и куда мы движемся. И также оно должно быть приземленным, вполне конкретным. То есть анализироваться должны быть конкретные организации, и опыт должен приобретаться через конкретную практику, конкретный опыт. То есть знания должны поддерживаться той практикой, той реальностью, в которой живут, работают, находятся как бы наши студенты в системе высшего образования. Окей, continue. One thing that comes out of this innovative part of instruction is a new delivery method that's becoming quite popular around the world called the flipped classroom. Increasingly, faculty in higher education are using technology to flip the classroom. And there are
do you want to translate that? Yeah. Значит, следующий компонент это delivery, это то есть это, то, каким образом программы предлагаются, через какие каналы программы предлагаются учащимся. И сегодня очень популярным и получает еще большее распространение такая концепция, такая методика, которая называется Flipped Classroom. Flipped это значит как бы перевернутая классная комната, перевернутая или как бы с ног на голову, можно так сказать, в том плане, что задания даются студентам или студенты приходят на занятия для того, чтобы уже обсуждать тот материал, который они изучили самостоятельно дома. Okay, go ahead. So essentially the idea behind the flipped classroom is that lectures and homework flipped. The way we often used to teach is students would come to a class, teachers would lecture through material, explaining the core concepts in the material, and then students would go home and practice with that, work on problems, apply that knowledge in homework assignments. On their own. Now teachers are starting to flip that. What I mean is that they videotape their lectures. Students watch lectures at home before they come to class, and then when they come to class, they already have problems that they've applied those lectures to, and the teacher becomes a facilitator of work in the classroom. Ну вот, значит, еще объяснение по поводу того, что из себя представляет Flipped Classroom. То есть, если традиционно в прошлом, каким образом шло обучение? Сначала преподаватель как бы дает лекцию, знакомит студентов с материалом, затем студенты идут домой и выполняют домашнюю работу, на основе используют полученные на лекции знания, во время лекции знания и как бы прорабатывают их. Сейчас это меняется местами. То есть сначала студенты в домашних условиях прослушивают, просматривают те лекционные материалы, которые преподаватели для них записывают, подготавливают. Поэтому мы имеем много лекционного материала, записанного и доступного в режиме онлайн, в интернете. То есть студенты сначала знакомятся в таком пассивном режиме с этими материалами, подготовленными преподавателями, потом они идут домой, то есть это происходит дома. Потом они идут в класс и уже с теми знаниями, которые они получили дома из лекционного материала, они работают, они применяют его к практике. И роль преподавателя меняется, он становится не лектором, преподаватель, а фасилитатором. То есть в этом суть вот этого нового подхода, который дает возможность, где технологии используются то есть используются технологии, существующие технологии дают возможность вот изменить методику преподавания. Okay. Okay, so there's in the flipped classroom there's still these two parts to the classroom. So after classrooms get flipped, there's homework and in class. After the homework gets flipped, faculty members are providing online texts, online videos, websites, assignments up on a website for the class, so an online course shell. And then they're having this interactive coursework, but keeping lectures minimal. And traditionally, there's two approaches. Having on-ground face-to-face meetings for that work, and then what are called asynchronous threaded discussions online. But what we're increasingly doing in our program is moving those on-ground meetings online in webinars.
Окей, также отвечая на вопрос, который поступил, эти материалы в формате вебинаров или текстовом формате. Значит, вот этот лекционный материал подается в самом разнообразном формате. Это могут быть самое простое, например, те веб-сайты, которые уже содержат материал, существующие профессиональные сайты в интернете с этим материалом, с этим контентом. Это могут быть лекции, которые преподаватель записывает для студентов непосредственно, лекции самого преподавателя. Это могут быть выступления каких-то спикеров. То есть это все загоняется в систему, в онлайн-систему, вот платформу, некую платформу наподобие той, с которой мы сегодня работаем. И после этого идут формы работы со студентами для, ну, во-первых, если это студенты, которые физически обучаются в университете, то есть присутствуют в конкретном месте, в специфическом месте, то они приходят в классную комнату и обсуждают. А если эти студенты не находятся на одной территории, то для них используются асинхронные виды деятельности, дискуссии, ну, типа форумов, дискуссий, в которых студенты высказываются по поводу изученного материала. И сейчас с развитием онлайн-преподавания все больше вот этих митингов, ну, занятий, которые раньше проводились лицом к лицу в классе, в физическом классе. Сейчас это все идет, переносится в онлайн, то есть все больше перенос идет. Не все, конечно же, до конца, но все больше. Окей, we are good. Okay. So what we found in our program is that when we've polled students, when we've asked them what they prefer, they will always say that they prefer a face-to-face experience with their professors, typically in what's called an on-ground, in a brick-and-mortar classroom. But if we offer two sections of the same class at the same time, all the students will prefer to take the fully online class. Okay. Go ahead. Okay, I will translate. Значит, отвечая также, I will also reply to the questions that people ask. Okay, go ahead. Значит, sure. Такая работа ведется повсеместно или это инициатива одного преподавателя? Это на самом деле ведется повсеместно и все больше. Есть еще университеты, которые стоят в стороне от онлайн-образования, но эти университеты, к сожалению, обречены на то, что они закончат свое существование, потому что сама действительность толкает нас на то, чтобы использовать технологии, которые сегодня существуют. Значит, вот какие ситуации возникают со студентами? Во-первых, студенты, вы можете очень часто слышать, что студенты предпочитают работу в классной комнате, они предпочитают общение с преподавателем, они предпочитают общение с другими студентами в живом варианте. Но, что очень интересно, когда, значит, университет создает две, например, секции. Одна секция для тех, кто не может, не хочет приходить в классную комнату, но в основном потому, что в высшем образовании все больше студентов работают, и поэтому не все из них могут ходить физически на занятия. Значит, для тех, кто не может, не хочет приходить в классную комнату, и для тех, кто хочет получать образование в классной комнате. То есть в реальности что получается, что выбирают студенты? Большинство студентов предпочитают онлайн-образование, несмотря на то, что многие из них говорят, что
что значит, занятия в классной, физически классной комнате, значит, они ценят более высоко. No, okay, go ahead. So, so as the challenge here is as we expand online course offerings, purely asynchronous interactions are limited. And we've got to, if we want to do the kind of instruction I just talked about, we need more synchronous interactions. That is, it's online, but interactive in a way that we're doing right now, at least in the chat feature. But there are many other options that we'll talk about next. Значит, Дэвид говорит о том, что, значит, здесь есть проблема, что, с одной стороны, студенты хотят, значит, того общения, которое происходит синхронно, а в то же время реально, как бы, многие уходят в интернет и предпочитают брать классы, которые преподаются онлайн. То есть как же быть, что же нам предлагать, потому что несинхронные занятия, когда, например, вот эти форумы, ну, типа форумов, предлагаются студентам, где они обсуждают полученные знания в несинхронном варианте, они не очень высокого качества, потому что люди хотят, значит, синхронного участия. И вот такого рода вебинары или такие вот семинары, которые в синхронном режиме проходят, также предлагаются в онлайн-образовании. То есть такие, как мы сейчас с вами, семинары, когда мы находимся оба в режиме реального времени. Go ahead. Okay. So, so what we're trying to do is find this sort of sweet spot, because if we do these limited asynchronous work, that's very convenient for students, but it doesn't deliver high quality. If we deliver on-ground experiences, students feel that that's high quality, but that it's not convenient enough and accessible enough. So we're trying to find a sweet spot by mixing all four of these elements. Sort of work that they do at home, watching videos, reading online text, interacting with asynchronous thread discussions, doing online synchronous webinars, and doing on ground. The key part is we're now expanding synchronous webinars as part of all of our classes. Значит, что же делать, то есть как найти эту золотую середину, этот как бы сладкий кусочек, как ну, в американском выражении, для того, чтобы обеспечить и высокое качество, и в то же время удобство. То есть качество является высоким, когда студенты приходят в классную комнату и занимаются, могут задать вопросы в режиме реального времени, но это не является удобным, потому что многие студенты высшего образования не могут находиться в классной комнате в одно время, в одном месте, потому что они работают или они живут далеко от кампуса. Например, в наших случаях у нас студенты живут по всей Америке и в других странах. То есть что же делать? И поэтому мы пытаемся как бы интегрировать, гармонично интегрировать вот эти все, или комбинировать вот эти все формы занятий, домашняя работа, во время которой студенты знакомятся с существующими материалами, видеоматериалами, текстовыми материалами, значит, встречи в несинхронном режиме, когда обсуждение в несинхронном режиме, когда студенты в удобное для них время участвуют в форумах, в дискуссиях, и увеличивается количество вот таких семинаров, которые проходят в режиме синхронно. Okay, we are good.
So I'm going to focus on this upper right corner because this has become a critical part of what we're doing in all of our programs. We use a webinar system similar to what we're using right now, but we use many more features, and I want to talk about that next. Значит, что касается вот этих семинаров, которые проходят в режиме онлайна, но в одно и то же время, синхронно, как наподобие того, этой конференции, в которой мы сейчас в данный момент участвуем. То есть это является таким очень серьезным, хорошим инструментом для обеспечения качества образования. И программы, которые предлагаются сегодня, они имеют большое количество разных особенностей, возможностей, которые позволяют делать вот эти встречи интерактивными. И позвольте мне сразу же отреагировать на комментарии, что у нас онлайн-образование не является системным. Подобные формы работы реализуют отдельные преподаватели как для студентов, так и для школьников. Но опять это уже вопрос выживания. Если университет хочет и борется на рынке за своих студентов, за большое количество студентов, потому что студенты – это деньги. И поэтому в Америке онлайн-образование является системным. То есть я бы сказала, 99% университетов активно используют и развивают онлайн-образование. Ну, а за качество борются все, потому что вы не получите аккредитацию, если вы не обеспечите, не продемонстрируете, что ваше качество, которое вы предлагаете, оно соответствует требованиям. Okay, David, I just reacted to a couple comments, and we are good to go through that. Okay, so I want to focus on 3 areas that these online webinar courses allow. They allow multiple ways of communication. They allow multiple forms of resource sharing, and they allow multiple ways to do collaborative student learning. And that is the key part of this social constructivist approach. Значит, вот эти особенности или возможности вебинаров, которые предлагаются через системы онлайнового обучения, они отвечают конструктивистскому подходу, когда образовательная деятельность строится таким образом, чтобы ответить на все потребности, на те потребности конкретных студентов в конкретной ситуации. То есть здесь предлагаются возможности по коммуникации, по обмену ресурсами и по совместному обучению для студентов. Мы будем подробно говорить о каждом. Okay, so to take advantage of all these capabilities, we give students full control over this online environment that they're participating in. So they not only can share, communicate in all of these ways that you see on the left, audio, texting. They can, there's icons that they can raise their hands. They can raise an icon to tell people to slow down, to speed up, to repeat. They can have windows that allow note-taking. They have what are called polling, and they can draw on the screen in a shared way. So they have multiple ways of communicating. Значит, вот в плане коммуникации мы даем студентам полный набор или достаточно большой набор возможностей, которые они могут использовать. Это и аудио, видео возможности, это вот чаты, как мы сейчас используем в этой программе. Это многочисленные иконки, которые
имеют определенную символику, например, там кто-то может поднять руку, попросить выступающего говорить медленнее или говорить быстрее, или повторить что-то. Это возможность, значит, делать записи какие-то, это возможность голосования, и это возможность рисования или писания что-то на экране. Go ahead. They also have multiple ways of resource sharing. We allow them to share what's on their screen. We allow them, they upload and download files. And a key issue is we record all the sessions. So if students want to go back and revisit a group discussion we have, they have a recorded session to go back to. По поводу обмена ресурсами, то есть студенты имеют возможность поделиться экраном друг с другом, когда они работают в группах. Они могут обменяться файлами через эти платформы, через эти онлайн-программы. Мы записываем все сессии наших дискуссий, ну вот, например, как сейчас, и те студенты, которые не имели возможности прийти в это время или участвовать в это время, они могут это все просматривать. То есть, ну, как вот данное мероприятие наше предлагает много возможностей, так и в классных комнатах мы делаем то же самое. Go ahead. But the key part is the column on the far right, which is collaborative learning. And we allow students to use what are called breakout rooms. And I'm not sure that that's a capability here in this webinar platform, but they, we actually create separate rooms where groups of students go to have small group discussions, work sessions where they have a shared screen that they work on. And then we have students act as presenters in this environment where they present out their work. And we have strategies to get active participation, random number generators that will generate a number that's associated with a student, and that student needs to lead a session or raise a question or make a comment. A very popular technique is called the 2 cents technique, where students have 2 virtual pennies, and and for every comment they make, they throw in a penny into a pot. And once they've thrown in their 2 pennies, they can't talk anymore until everyone else has used up their 2 pennies. And this gets even participation from all students. Okay. Значит, и вот последняя колонка – это collaborative learning, значит, это совместная работа студентов. То есть, например, вот если посмотреть на формат данной конференции, предположим, что мы разбиваем наших участников на какие-то небольшие маленькие группы, в которых они могут общаться друг с другом. Вот, например, я вижу фамилии там Евгения Кислица, Галина Борисюк, Светлана Иванова. Например, они работают вместе, отдельно, а другие участники работают в других группах. И внутри этих групп, малых групп, они могут также делать презентации, также как бы выступать в синхронном или в асинхронном варианте. И кроме этого у нас есть такая возможность, как делать, как бы обеспечивать активное участие с использованием случайных чисел, системы случайных чисел, когда мы задаем компьютер, например, запрашиваем компьютер, чтобы он сгенерировал какое-то число, которое привязано к определенному человеку, и этот человек, этот студент должен, значит, принять участие, активное участие, например, отреагировать, то есть, ну, как бы мы в классной комнате спрашиваем, а вот что ты там, Иванов или Петров или Сидоров, вот что ты там думаешь по этому поводу? То есть вот в таком ключе работает система, но эти фамилии как бы выбираются
случайным образом. Также, чтобы обеспечить равное участие студентов, потому что мы знаем, что некоторые студенты более активны, некоторые студенты менее активны. Есть еще как бы такой метод, который позволяет, там, вот если ты высказался 2 раза, то ты исчерпал как бы в рамках вот данного времени свое участие, и ты должен дать возможность другим выступить, которые тоже имеют, условно говоря, две такие вот попытки в режиме там, данного определенного времени, которое проводится занятие. Да, я согласна, что надо победить технические неполадки, но вот, наверное, просто то, что предположение Дэвида о том, что все должно пройти гладко, как мы привыкли здесь, а тут прошла у нас небольшая нестыковка. Но это технические проблемы, со временем, конечно, мы выйдем на такой уровень, когда будет беспроблемно выходить с любого компьютера, и это самое, мы не будем иметь таких больших проблем. Okay, go ahead, David. Sorry. Я также отвечу. I will answer one question. Да, значит, если это вебинар, они могут выходить голосом и текстом. То есть вы можете поднять руку и включить свой микрофон и задать вопрос голосом, что очень правильно. So there are limitations and strengths to these webinars. One is there is a learning curve. Students need to get comfortable using this in terms of using earphones to avoid echoes, making sure that there's more light in front of you than behind you. As you can see, I'm a little better lit than Ina is. You need a very strong Wi-Fi connection or you get the kinds of delays that we're experiencing right now. And you've got to be really clear about protocols for interacting when you have many students online. Sometimes students will lurk and not participate. That's why we need a lot of strategies to get active participation of students. And frankly, these webinars only work on a fairly nice computer. You can participate on a smartphone or iPad, but it doesn't look very good. Значит, понятно, что и у нас в Америке есть определенные как бы ограничения, определенные лимиты, но ограничения, которые технологии еще не полностью обеспечивают. И поэтому необходимо, то есть для многих людей, которые не очень хорошо работают с технологиями, для них особенно это может вызывать определенную трудность. Вот помимо как бы реально объективно существующих технологий, которые есть. Ну, например, вот то, что надо использовать эти наушники, микрофон для того, чтобы как бы обеспечить лучшее качество. Нужно правильно как бы располагать свет, чтобы он находился впереди, а не позади. Нужно иметь очень хорошее интернет-обеспечение. Нужно знать, когда включить микрофон, когда его выключить. Не забудьте его выключить. Вот, например, когда вы хотите задать вопрос, как студент, да, как участник, вы поднимаете руку, вам ведущий, фасилитатор говорит: да, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы должны включить свой микрофон. После того, как вы закончили свой вопрос, вам нужно его выключить для того, чтобы не создавать технические помехи. То есть вот эти всякие нюансы, которые присутствуют, они должны быть учтены. Потом, конечно же, кто-то, например, я лично знаю такие ситуации, когда студенты не хотят, чтобы работала их камера. Они специально выбирают вот онлайн, как бы форму онлайн, для того, чтобы не показывать свою как бы физиономию. Ну, то есть они не хотят просто быть на виду. То есть это ограничение, потому что это создает определенный дискомфорт для других студентов, что они не видят человека, с которым они общаются.
Вот. Потом, конечно же, современные эти смартфоны и, как по-русски, вот эти таблеты, как-то называются по-другому. I forgot the word tablet in Russian. Значит, вот эти все прочие небольшие девайсы, они тоже не позволяют в полной мере использовать эти технологии. То есть, ну, я уверена, что пройдет совсем немного времени, и все эти проблемы, объективные проблемы, там, связанные с технологиями, будут решены. Хотя люди все так же будут оставаться людьми. Окей, да, планшеты, спасибо. Пожалуйста, Дэвид, окей, continue. No, sure. But it turns out there's a lot of strengths. In many ways, these online sessions work better than an in-class kind of activity. One, it is very easy to move students into multiple collaborative groups, particularly when you're doing a technique we call a jigsaw, where you break students into one set of groups and then take one person from each of those groups to create a new group. This is a very powerful technique. And you can do that jigsawing online very effectively. All students, participants, again, can be sharing their screens. The power with that is students who are taking notes or even researching something that's going on in the discussion can quickly share their screens in a way that you couldn't do in a face-to-face kind of classroom assignment. And finally, you can record all this activity for later viewing. My last comment about this is once you begin to use all of these features, in a lot of ways, students have told us that they think this is, in many cases, a more powerful way of learning and just as engaging as being in a physical classroom. Значит, но в то же время, значит, помимо этих ограничений, очень большие возможности сегодняшние технологии предлагают. И мы, как преподаватели, тоже, вот я, кстати, отвечаю на вопрос, сколько времени вы используете такие технологии, год больше, с течением времени меньше трудностей у слушателей или пока на том же уровне. Но за мое время, за мои 14-13 лет в этой стране, я вижу рост, я вижу большой рост использования технологий. Сначала это были более ограниченные как бы возможности, сейчас вот то, о чем Дэвид говорит. Но проблема в том, что не только трудности бывают у слушателей, у студентов, но трудности к переключению на новые технологии есть у преподавателей, которые, особенно старшего возраста, которые не хотят использовать. Но, к сожалению, если сегодня ситуация такая, если ты хочешь работать, хочешь сохранять свою работу, ты обязан просто обучаться этим новым технологиям. И вот опять к тому, о чем говорил Дэвид. Сегодня мы можем использовать, очень активно используем создание вот этих групп, маленьких групп, для работы студентов внутри группы, и преподаватель может включаться, переходить из одной группы в другую группу. Мы можем создавать очень хорошо, группы называются Jigsaw, это очень интересная методика, я не знаю, как она по-русски называется, это когда вы разбиваете группы, например, класс на небольшие группы, каждая группа развивает там свою компетенцию в определенной сфере, потом вы смешиваете группы таким образом, чтобы новые группы состояли из как минимум одного человека из предыдущей разбивки групп, и тогда они уже в этих новых группах имеют разные экспертизу как бы в разных сферах, и они уже обсуждают вопросы, каким образом можно интегрировать все эти знания для решения какой-то проблемы. То есть вот технологии позволяют работать с этими группами, и использовать эту методику. Студенты, когда они работают совместно,
они могут одновременно как бы находиться вот в режиме реального времени в интернете, работать над каким-то проектом, делать какой-то свой поиск там на различных сайтах, поиск какой-то информации или работа с какими-то документами. И они могут делиться этим своим экраном и говорить, вот смотри, я нашел там что-то, кажется, это интересно, кажется, это подходит вот под как бы наш проект, учебный проект. Поделиться экраном с тем, чтобы другие студенты сказали, о, классно, или, наверное, вот не совсем подходит. То есть вот эта возможность. И потом вся эта работа в группах сохраняется, архивируется, и студенты позже могут вернуться к этой работе, посмотреть, что они там делали, что обсуждали, и продолжить работу дальше. Окей, Дэвид, we are good. Okay, so I have talked about both a constructivist way of teaching and a new delivery online where we focus a lot on synchronous webinars. So now let me talk about how we're rethinking our curriculum and access to our curriculum. We're beginning to offer and focus on delivering what are called micro-credentials. They were also have been referred to online as digital badges. Micro-credentials are very short, tiny courses that at the end of taking a micro-credential, you earn a digital badge, which is an online virtual badge that you can share with others, showing that you've finished this micro-credential. Значит, вот в плане новые программы, которые позволяют использовать вот эти новые технологии, используются программы micro-credential, то есть как бы микроудостоверения, микромандаты, или иначе они называются цифровыми бэджами. И вот это, наверное, ответ где-то будет на вопрос, каким образом оцениваются личные достижения студентов, одним из возможных вариантов ответов. То есть что это такое? Это когда предлагаются определенные курсы, короткие курсы на определенную тематику по формированию определенных навыков, и после того, как студенты успешно завершают обучение по этому курсу, им выдается так называемый цифровой бэдж, цифровой такой знак, который показывает, что вот в определенной сфере этот человек имеет экспертизу, то есть он имеет значит, знания и навыки в определенной дисциплине, в определенной сфере. Go ahead, David. So micro-credentials have a lot of strengths that I list here. They typically are very performance-based, meaning you don't just take a knowledge exam to earn your micro-credential. You actually have to demonstrate a skill that you can use. And these are often very advanced skills like facilitating, engaging meetings, doing strategic planning, things like that. They're very standards-based. Micro-credentials are typically tied directly to standards in the field. Once they're earned, the work can be, because it's online, made available to the public, typically in the form of a digital portfolio that I'll share later. They allow data to be collected so that large amounts of data can be collected and not only integrated into the digital badge, but across many badges. And so those are the strengths, at least. So, значит, сильные стороны, как бы преимущества вот такого рода программ по микромандатам, по цифровым бэджам, это то, что они в основном основываются на практических показателях. То есть, что ты не просто там отсидел поприсутствовал, да, в классе, а что ты выполнил определенную работу, которая базируется на стандартах. И эти стандарты как бы четко прописаны. И тут, то есть, если ты ее выполнил, то это значит, что
ты реально что-то продемонстрировал свои знания и навыки в определенной сфере. Это также открыто для, значит, эти бэджи используются для публики, то есть ты можешь их использовать, то есть они как бы прикрепляются к тебе, условно говоря, к твоему онлайн-профилю, и то есть они могут быть видимы для, как бы для преподавателей других, для твоих коллег и для вообще как бы для людей вне образовательной, вне образовательной сферы. Ну, например, в социальных сетях ты можешь также делать ссылки на свои бэджи. То есть они являются очень сильными такими визуальными символами, которые о тебе говорят что-то важное, существенное. И та работа, которая проделывается в процессе получения этих бэджев, она также сохраняется, она может быть использована для твоего портфолио, о котором Дэвид будет говорить чуть позже. Okay, continue. So there are challenges around micro-credentials. Many people in the field see them because they're very small, focusing on very tiny, discrete skills, often low-level skills. And there's lots of stereotypes, particularly from faculty, who associate them with what are called MOOCs, these huge online classes that have 100,000 students in them. But that's not the model we're using. Our micro-credentials do focus on larger integrated skills that cut across multiple micro-credentials. And we keep our classes small because we want to use synchronous interaction to really engage students. Значит, те вызовы или те проблемы, с которыми сталкиваемся мы в настоящее время, когда мы развиваем эту систему цифровых бэджей, они, наверное, те проблемы, которые возникают на начальном этапе любого нового проекта. То есть, прежде всего, их ассоциируют с какими-то другими вещами, и поэтому занижают их оценку или создается неправильное представление о качестве этих бэджей. И предполагают, что они являются как бы показателями очень низкого уровня каких-то навыков и знаний, и их ассоциируют с теми программами, часто ассоциируют с теми программами, которые предлагают большие университеты бесплатно всем огромному количеству людей в мире, и это самое, поэтому как бы эти бесплатные курсы, там тоже получают какие-то сертификаты, но реально знания там не подвергаются серьезной оценке. Тогда как мы в нашей программе работы по развитию вот этих бэджев, цифровых бэджей, мы делаем упор на то, что эти курсы предлагаются для небольших групп студентов, что реально мы добиваемся высоких знаний в определенной области, высоких знаний и хороших навыков в определенной области. И поэтому качество этих бэджей отражает хорошее качество образования, хорошее качество показателей. Go ahead. So I've talked about instruction delivery curriculum in terms of these micro-credentials, and now I want to talk about assessment. So we create a set of micro-credentials, and they are linked together in what we call digital portfolios. And there's three kinds of digital portfolios. Developmental, that is a working portfolio that allows faculty and students to see linked shared work and improve it, extend it. There are what are called assessment portfolios that allow students to share work and be assessed by faculty members. And then there's what are called career and showcase portfolios that allow work to be given to a prospective employer.
And we've created our digital portfolios to allow all of these. They're developmental as students work through. They allow assessments, and then they end up delivering a product out to future employers. But all three of these portfolios need to look a little different, need different kinds of access and presentation. Значит, вот с развитием цифрового такого мира мы все больше используем, или студенты больше используют свои цифровые портфолио. Ну или люди используют, или более высоко, как бы становится более общепринятым использовать там не просто, скажем, резюме, преподавающее на работу, но то резюме, которое имеет ссылки и которое показывает, позволяет работодателю будущему посмотреть или потенциальному работодателю посмотреть на все там подтверждения, доказательства, что ли, того, что из себя человек представляет. То есть существует 3 вида портфолио. Первый вид портфолио – это такое рабочее портфолио, которое отражает процесс работы. То есть такое портфолио может создаваться студентом и поддерживаться, и наполняться студентом на протяжении всего его процесса обучения в университете, скажем. А assessment – это оценка, оценочное портфолио, где видны результаты, конкретные результаты конкретных работ над какими-то конкретными проблемами, проектами. И карьерное портфолио – это то портфолио, которое подготавливается для того, чтобы устроиться на работу, для того, чтобы продать себя правильно своему потенциальному будущему работодателю. Go ahead. So there's lots of strengths to having these kinds of digital portfolios. They allow clearly hyperlinking across to standards and multiple pieces of evidence. So they allow students to move around the portfolio in multiple ways. They clearly allow multimedia. So typically the digital portfolios will include video and text and audio and graphs and multiple forms of information. They allow narratives connecting across all these pieces. They're programmatic in terms of containing information and linking across an entire program of study. And they're very authentic because these are based on real work the students are doing in the field, in the actual field. And I would give you an example. There's an example of Alverno College. Alverno College in the United States has been doing this kind of comprehensive program portfolio for many, many years. Значит, какие сильные стороны вот такого рода портфолио? Ну, во-первых, у них есть много ссылок, которые позволяют человеку, который смотрит это портфолио, посмотреть как бы подтверждение, найти подтверждение или адекватные материалы, относящиеся к портфолио. Они могут включать или включают мультимедиа, то есть видео, файлы, аудиофайлы, включают текстовые файлы, показывают, значит, какие курсы, например, если это портфолио для подачи на работу, и работодателю очень важно знать, какие именно курсы человек брал в университете, какие курсы он проходил, то в портфолио указываются эти ссылки на эти курсы, и тем самым работодатель видит, какие знания имеет этот человек. И то, что это аутентично, то есть все это основано на реальных показателях, то есть ты здесь не можешь никак ничего придумать, потому что это есть результат практической твоей работы и присутствия в этом цифровом мире. И Дэвид говорит, что вот хороший опыт есть у Alverno College, которые занимаются тем, что создают профессионально большое количество и хорошо работают вот в направлении создания вот этих цифровых портфолио. Okay, next slide. I'm going to skip the next slide. Good. Hold on. We are out of time. Definitely. Oh, are we? So there's only two issues I want to share.
that these micro-credentials, we have a set of micro-credentials that add up to a larger diploma, and then a set of diplomas that can lead to a degree. And these modules are very personalized because students can take these micro-credentials in different orders, in different sequences, depending on their own learning needs. They're self-paced, and again, they're performance-based assessments tied to an individual context. So this allows these micro-credentials to be individualized for the learner. Значит, что здесь говорит Дэвид? О том, что, значит, вот эти маленькие небольшие курсы, которые разработаны, предлагаются студентам по получению вот этих цифровых бэджей, они подтверждаются некоторым, своего рода дипломами, или, как бы я бы сказала по-русски, сертификатами, которые потом в сумме своей как бы встраиваются в общую большую программу, ведущую к получению образования, уровня образования. Слово degree обозначает определенный уровень образования, например, бакалавриат, там мастерская программа, докторская программа или программа специалиста. То есть вот это слово degree. Значит, от вот этих сертификатов, условно говоря, или дипломов, как в Америке говорят, за небольшие курсы, постепенно человек может накопить определенное количество курсов и добавить там специфические специальные курсы, которые приведут его к получению степени, то есть степени бакалавра, степени магистра и так далее. So, I want to end to say that we now have 3 linked micro-credentials in the field of leadership studies that together deliver a small diploma. And we've field tested the first of these micro-credentials. Actually, it's the third one that focuses on coaching. And it uses all of the features that I've talked about. And if we have students now in Pakistan and Turkey who are participating in this micro-credential, including some American students, and we would be willing to take a cohort in Russia if there's folks who would be interested in taking this micro-credential. Right now it's free because we're still developing it to roll out. Eventually it'll be a small fee to take it, a $50 fee. But if you're interested, we can create a Russian cohort with a translator, if that helps. Okay. Sounds good. Значит, вот сегодня в нашем конкретном университете, на нашей конкретной кафедре мы занимаемся разработкой и внедрением, тестированием вот следующих курсов по цифровым бэджам. Значит, эти курсы заканчиваются такими небольшими дипломами или сертификатами, которые получает человек, и к этим сертификатам прикрепляются вот эти цифровые иконки, которые вы видите у себя на экране. Значит, вот первый – это системное мышление и технологии. Второе – это сбор данных для исследования, видение и миссия организации. Третье – это, значит, партнерство, сотрудничество, разрешение конфликтов и коучинг. Значит, вот эти 3 курса, которые сегодня тестируются в нашем университете, они предлагаются бесплатно. И у нас есть студенты в Пакистане, в Турции, которые зарегистрированы и участвуют вот в этих курсах. И вы, наши российские коллеги, если вы хотите как бы получить вот сегодня бесплатное образование в плане вот этих получения цифровых бэджей, то
То есть вы можете как бы высказать свой интерес, и мы могли бы, если у нас будет какая-то группа создана российская, то мы можем создать такой курс, разработать такой курс с переводом на русский язык. И это будет для вас пока бесплатно. Понятно, что в будущем это будут платные курсы. Вот, наверное, вот все. So, are we good? Are we done? We're good. We're done. I just wanted to thank everybody. I apologize for technical problems with delays and giving me presenter status, but I'm happy to be here, and I want to thank everyone. So, Дэвид говорит, что на этом наша презентация завершена. Он еще раз извиняется за все технические проблемы, которые у нас были в начале, значит, этой презентации. И он очень благодарен за эту возможность выступить перед вами, и он всегда открыт для сотрудничества. И, честно говоря, он вообще хотел бы приехать как бы в Россию и пообщаться с коллегами в режиме реального времени, реального места. Значит, so people appreciate the information that you shared, and one person is asking how she can apply for this course, micro-credential course, and so what is the procedure? So I can send everyone a registration link that allows them to register and be put in the online course. We're going to run some cohorts in January and February right now, but we can plan another cohort. But what I would recommend is that right now it's in English. So if only one or two students want to do it, they need to have good English language skills to really get something out of it. If there's a group of people that want to take it, then we can hire a translator and help provide somebody who could run the micro-credential in Russian. Значит, Дэвид говорит, что в настоящее время заявки принимаются на тест, на курс, который начинается скоро в январе. И если у вас хороший английский, который позволяет вам как бы на английском языке получить эту форму образования, эту услугу, то, пожалуйста, он пришлет ссылку, вы можете зарегистрироваться и принять участие. Если будет группа из русскоговорящих, значит, русскоговорящая группа, то тогда мы создадим специальный курс, и нам нужно будет обеспечивать перевод. Okay, I think we are good. Okay. Спасибо всем большое.